Как формируются подземелья? Откуда там появляются сокровища? Почему там всегда есть босс? А еще, зачем Гидра охраняла маму Рудиуса? Мне слишком часто задают эти вопросы, ведь в аниме «Реинкарнация безработного» про это не сказано ни слова. Ну и определенно стоит больше рассказать про подземелье телепортации, из которого вызволяли Зенит. Ну что ж, теперь я буду отсылать всех на это видео. Ведь с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Начать, конечно же, стоит с самых основ. Вообще все, что происходит в мире людей, а именно так называется мир, куда попал безработный с Земли, связано с маной. Мана — это и благость, и проклятие этого мира. Благодаря мане маги могут творить чудеса, обрушивать огненные шары на головы врагов и исцелять ранения. Благодаря мане возникают монстры, на чьи головы обрушиваются огненные шары и чьи укусы приходится исцелять. Вам наверняка известно, что мана буквально наполняет весь мир. Где-то ее плотность больше, где-то меньше. Где плотность больше, там более сильные монстры. А потенциально самый сильный монстр — это... Нет, не дракон. Самый сильный монстр — это подземелье. Да, это может показаться парадоксальным, но любое подземелье в мире Mushoku Tensei живое. Конечно же, авантюристы из гильдии Искателей Приключений не ходят по коридорам, заполненных плотью, которая на самом деле лавкрафтианское живое существо. Конечно, нет. Но по некоторым признакам можно судить, что все подземелья обладают какой-то базовой формой инстинктов. В этом плане подземелья похожи на деревья. Если дерево на протяжении десятков лет спиливать с одной стороны, то оно поймет, что расти в ту сторону не имеет смысла, и с этой стороны ветви станут куцые. Или же наоборот, если там есть за что зацепиться, обвить и перенести вес, то оно с радостью будет расти в ту сторону. Ну а если дерево срубить под корень, то через некоторое время из бывшего ствола снова начнут лезть побеги. Подземелья действуют по схожему принципу. Итак, как формируются подземелья? Все начинается с кристалла маны, сердца всего подземелья, который появляется в уже находившихся под поверхностью земли естественных пещерах, обвалившихся руинах древних народов и так далее. Почему он там появляется? Все довольно просто. Мана переполняет мир людей, где-то больше, где-то меньше. На центральном континенте, а особенно в Асуре, ее мало, поэтому и подземелий там нет. Монстры же обитают максимум в лесах, где концентрация маны выше. Другое дело северные территории, континент Милис, демонический континент и, наконец, Бегарит. Именно в такой последовательности повышается концентрация маны и средняя сложность монстров, живущих там. Итак, где-то в труднодоступном месте, заполненном маной, концентрируется и кристаллизуется кристалл сердца. Появляется босс-страж, и пещера начинает мутировать в подземелье. Кристалл маны привлекает монстров с поверхности, которые идут к кристаллу маны как к маяку. Для них он является очень мощной батарейкой, поглотив которую они мутируют в более сильную и умную тварь. По пути вглубь какие-то из них теряются и умирают с голоду, какие-то погибают от ловушек, каких-то убивает босс-страж. Магическую силу монстров, погибших внутри подземелья, кристалл маны аккумулирует, еще больше усиливаясь, увеличивая число и сложность ловушек, усиляя стража и все больше разрастаясь в размерах. Короче говоря, подземелье натуральным образом прокачивается, отжираясь на слабых монстрах и становясь все сложнее и опаснее. Однако некоторые монстры не лезут в самый центр, занимая окраины подземелья, устраивая там логово, ведь там намного безопаснее, чем жить в лесу на открытой местности, а кристалл маны получает еще одну линию обороны. Таким образом, подземелье устраивает симбиотическую связь с окружающими монстрами. Иногда, конечно, жизнь подземелья происходит не настолько радужно. Разрастаясь, подземелье в какой-то момент может случайно обвалить на кристалл маны потолок пещеры, или, например, его может случайно затопить. А может случиться так, что босс-страж оказывается слабым и проигрывает вторгнувшимся внешним монстрам, которые попросту сожрут сердце, только начинавшее свою жизнь. Кристалл к успеху шел, не получилось, не фартануло. Такое может произойти потому, что молодое подземелье привлекло слишком опасных монстров. Наверное, именно поэтому на демоническом континенте не существует подземелий для новичков, они просто не выживают.
Вот такой вот естественный отбор подземелий. Вы все еще не считаете их живыми? Зря. Но помимо монстров, подземельями промышляют и люди. Кристаллы маны очень высоко ценятся на любом рынке, ведь это буквально кристаллизированная мана, мощная батарейка, которую можно потом применить как для подзарядки выдохнувшегося мага, так и вложить его в какое-либо устройство. Даже небольшой осколок кристалла маны может принести владельцу год безбедной жизни. К тому же не обязательно проходить подземелье до конца в погоне за большим кушем. В ответвлениях подземелья тоже можно найти чем поживиться. Чем же? Ну, например, магическими предметами, которые кардинально отличаются от магических инструментов. Магические инструменты достаточно распространены и спокойно создаются умельцами по всему миру. Это и магические посохи, и разнообразные предметы для магов. Основное отличие инструмента от предмета в том, как именно он работает. Инструменты обязательно нужно напитывать маной владельца, только тогда он будет работать. Следовательно, ими могут пользоваться только те, кто хотя бы базово владеет управлением маной, то есть в основном маги. Свойства инструментов достаточно просты и особо не выделяются. Магические предметы же, напротив, имеют собственный запас маны, не требуют активной подпитки владельцам и перезаряжаются пассивно, когда ими не пользуются, медленно поглощая ману из воздуха. Некоторые предметы можно активировать несколько раз в день, другие раз в день. То есть их свойствами может пользоваться абсолютно каждый, а не только маг, что значительно повышает их спрос. Но самое главное, их эффекты могут быть совершенно неожиданными. Да, по большей части это разные безделушки с около бесполезными свойствами, но иногда можно встретить по-настоящему читерные предметы, которым завидуют даже боги. Найдя такой предмет, ты обеспечишь себя и всех своих родственников на много поколений вперед. И легенды о таких счастливчиках увлекают все новых и новых искателей приключений, которые раз за разом идут в подземелье в надежде озолотиться, но находят лишь смерть. Оставшиеся в подземелье доспехи, оружие и украшения, которые не сгнили, напитываются маной, идущей от кристалла маны, и превращаются в магические предметы. Чем глубже спускаются авантюристы, тем больше и богаче становятся сокровища, которые некогда принадлежали тем, кто приходил сюда раньше. Чем старше подземелье, тем дольше оно своей маной влияет на предметы, и с тем большим шансом там окажется что-то невероятно крутое. Ну а если вторженцы уничтожат кристалл маны, то под действием внешней маны через некоторое время сформируется новый кристалл, который создаст новое подземелье, и все начнется заново. Ну а прежде чем поговорить о конкретных подземельях, я должен поблагодарить тебя, зритель, за то, что тебе интересен лор реинкарнации безработного, а также Назарик1234 и Бладбир за то, что помогли мне с этим роликом. Ну и, конечно же, всех тех, кто подписан на Бусти. Но отдельное спасибо Онекс Драгону, Рамазану, Николаю Бондаренко, Найт Киви и Террария DF. Итак, мы разобрались с тем, как возникают подземелья и как они защищаются. Теперь пора мне рассказать о конкретных подземельях, упоминаемых в новелле. В первую очередь, это трио самых сложных подземелий в мире. На небесном континенте находится подземелье с незатейливым названием Ад. Про него практически ничего нельзя сказать, ни глубину, ни особенности. Следующее подземелье — пещера бога демонов. Находится в самом центре моря Рингус, под водой. По понятным причинам, даже просто подойти ко входу практически невозможно. А если ты каким-нибудь образом до него доберешься, то придется проходить все подземелье за один раз, ведь негде будет восполнить припасы. Глубина подземелья неизвестна, а вход выглядит как дыра посреди моря метров 50 в диаметре. Только вместо того, чтобы засасывать воду, она наоборот извергает ее за счет невероятной концентрации магической силы. Продвигаясь через вход, можно увидеть, как по стенам водопады текут ровно вверх, а внутри самого подземелья вода находится одновременно сверху и снизу.
Кроме того, в новелле упоминается книга «Три мечника и лабиринт» про 3 друзей, которые впоследствии стали первыми богами каждого из 3 фехтовальных стилей. Они вместе с товарищами покоряли безымянное подземелье глубиной в 100 этажей, но до конца дошли только они. И еще одно неназванное подземелье неизвестной глубины неподалеку от королевства Широн Рокси зачистила в соло, после того, как закончила обучать Руди. Весть о таком подвиге достигла королевской семьи Широна, после чего ее пригласили обучать магии принца Пакса. Про подземелье библиотека я рассказывать не буду, его должны будут показать во 2-м куре 3-го сезона, сами там все увидите. И наконец, самое сложное подземелье в мире — дыра драконьих богов. Вот про него уже есть что рассказать. Находится оно внутри горы Дорога Дракона, которая находится в середине горной цепи Красного Дракона. Согласно легендам, этому подземелью 10 тысяч лет, и его глубина составляет 2500 этажей. Наверху горы есть огромная дыра, спрыгнув в которую можно достигнуть самого нижнего этажа подземелья. Среди тех, кто на это отважился, никто не возвращался. Если вам кажется, что дыра — это кратер потухшего вулкана, то нет. Подземелье специально сделало в горе дыру для того, чтобы через нее засасывать пролетающих над горами красных драконов и поглощать их. Вот уж воистину высший хищник. Но самым детально описанным подземельем в новелле является лабиринт телепортации близ города Лапана, который штурмовал отряд Паула Грейрата. В аниме его описание очень сильно сокращено, и оно выглядит куда менее опасным, чем было в новелле. Но для начала давайте я вам расскажу, как оно формировалось. Когда-то давным-давно бог Севера Каруман II со своим отрядом убил гигантского бегемота, самого крупного среди тех, что ходят по континенту Бегарит. После победы Каруман забрал добычу, а невероятных размеров труп животного оставил под палящим солнцем. Естественно, собралось множество животных, чтобы полакомиться тушей. Вскоре из-за близко расположенного трупа, насыщенного маной, множество обычных пустынных муравьев мутировало в гигантских муравьев, и они разрыли огромное количество пещер под тушей бегемота. Когда же туша была сожрана, муравьи исчезли, а вот пещеры, заполненные маной, остались. Из нее сконденсировались кристаллы маны, и вскоре вся округа была битком набита подземельями. Охочие до сокровищ люди часто наведывались сюда, а затем основали между ребер убитого бегемота город Лапан, который до сих пор существует за счет скупки добытых сокровищ и продажи припасов авантюристам. Да, вы не ошиблись. Подземелий рядом с Лапаном множество. Все они разного уровня сложности, но среди них выделяется одно подземелье S-ранга — лабиринт телепортации. Назван он так в честь множества кругов телепортации, которые являются основным препятствием на пути к боссу. Это подземелье глубиной в 7 этажей, связанных между собой только телепортами, а не напрямую. Кроме того, с 4-го этажа резко меняется не только состав монстров, но и окружение. Если первые 3 этажа — это пещеры, вырытые муравьями, то следующие 4 этажа — это древние руины, принадлежавшие племени драконов много тысяч лет назад и находившиеся глубоко под землей. Вероятно, именно тогда и родился кристалл маны, разросшийся до огромных размеров. Вход на 1-й этаж подземелья находится на севере от Лапана, примерно в дне пути. 1-й этаж похож на разветвленное гнездо. Весь пол устлан ковром из маленьких бегающих паучков, обычных, не монстров, а все вокруг затянуто паутиной. Рудиус описывает этот этаж как кошмар арахнофоба. В аниме ничего такого, кстати, нет. Среди монстров здесь встречаются только тарантулы-повелители смерти, монстры Б-ранга, которые, судя по всему, питаются маленькими пауками. Они ядовиты, но яд спокойно нейтрализуется магией детоксикации базового уровня. Естественно, здесь есть телепорты, как обычные, светящиеся ровным синим цветом, так и скрытые, которые не светятся. Но скрытые телепорты на этом этаже все равно заметны, ведь по ним не ползают паучки. В конце этажа находится большая пещера, битком набитая тарантулами с 2 большими телепортами. Только один из них ведет на следующий этаж, второй же ловушка.
На втором этаже уже нет маленьких паучков, и можно спокойно идти по каменному полу, а не хитиновому ковру, рискуя угодить в скрытый телепорт. Гнезд тарантулов также становится меньше, зато появляются новые противники – железные ползуны, крепкие и шустрые. Тарантулы сражаются с ними в симбиозе, накрывая авантюристов паутиной, а ползуны проходятся катком по беспомощным людям. На третьем этаже потерялась Рокси. Его отличие состоит в том, что к уже знакомым тарантулам и ползунам добавляется новый монстр, на этот раз ранга А – безумный череп. Он очень прочный, а его слабое место находится в груди. Он уязвим к огню и воде, но очень стоек против физических атак. Но самое сложное — это то, что он умнее остальных монстров и легко командует тарантулами и ползунами. Сам же он стоит в тылу, закидывая врагов грязью и прикрываясь остальными монстрами. Четвертый этаж, как я и говорил раньше, абсолютно не похож на предыдущие и представляет собой руины, нежели пещеры. Знакомых противников теперь нет. Есть только еще одни монстры ранга А – бронированные воины. Это живые доспехи с 4 руками, владеющие техниками стиля бога воды. Предыдущие 3 этажа требовали в группе сильных и опытных магов, владеющих несколькими стихиями. Тарантулов и ползунов надо морозить, а черепов метко убивать в слабую точку. На 4-м же этаже любая точечная атака приведет к тому, что монстр просто отобьет заклинание обратного атакующего. Их наоборот стоит всячески замедлять магией, чтобы уже мечники смогли с ними справиться. Доспехи, кстати, являются нежитью, поэтому уязвимы к божественной магии и магии земли. На 5-м этаже к бронированным воинам добавляются еще одни противники – пожирающие дьяволы. В аниме Гису их сразу отпугнул, но без сжигания корней Таруфура они бы представляли очень серьезную угрозу. Живые доспехи слишком долго убивать, под ногами постоянно встречаются телепорты-ловушки, а тут еще и дьяволы, которые с огромной скоростью бегают по потолку и нападают с тыла. Собственно, в этом и заключается сложность этажа. Далее 6-й этаж. Бронированные воины исчезают. Вместо них остаются только дьяволы. Очень много дьяволов. А еще у них тут гнездо, в котором просто прорва яиц, из которых они вылупляются. Без трюка со сжиганием корней любую даже опытную группу просто сожрали бы, обойдя фронтлайн по потолку. В аниме же проход по всему 6-му этажу был вырезан. Рудиус предположил, что логово находилось здесь потому, что дьяволы не могли найти проход к кристаллу маны, и поэтому просто обжили ближайшее помещение. В конце 6-го этажа 3 портала и скрытый проход к настоящему телепорту. Это вы все знаете. Итак, 7-й этаж. Он состоит только из комнаты босса, так что про монотитовую гидру стоит рассказать подробно. Начать стоит с того, что их вид представляет собой живое оружие времен Второй Человеко-демонической войны, которая началась 5000 лет назад. Если вы не знаете, что за войны потрясали континент раньше, то можете поглядеть мое видео с историей мира по подсказке справа сверху. Однако все такие гидры были уничтожены, ведь война завершилась расколом Великого континента, и сейчас на месте их обитания находится море Рингус. Но судя по всему, одна из гидр случайно оказалась в этом месте и спала все эти века, подпитываясь маной из кристалла. Он же выбрал себе стражем одного из самых опаснейших существ в мире. Гидра в 2 раза больше обычного красного дракона. Ее чешуя невероятно прочна к физическим атакам и обладает бритвенной остротой, так что атакуя мечом можно не только урона не нанести, но и самому остаться без руки. От магии она тоже защищена, полностью нивелируя любой магический урон, нанесенный с большой дистанции. Кроме того, она быстро регенерирует, отращивая отрубленные головы, и в довесок она, как родственник драконов, обладает огненным дыханием и отличным интеллектом в бою. Во время схватки с отрядом Паула она преследовала опасные цели, отрывала свою собственную прижженную плоть, чтобы вновь регенерировать, управляла своими конечностями по наводке других голов и так далее. Не босс, а натуральный боссище. Ну и наконец, ответ на вопрос с обложки видео. Надеюсь, ты не перемотал сразу сюда и уже сам обо всем догадался. Во время катастрофы телепортации людей раскидывало по всему миру. Кого-то просто телепортировали
телепортировала, кого-то, например, Сильфи закинула в воздух, Лилию и Айшу протонула в реку, а вот Зенит телепортировала под землю, прямо в магический кристалл, и замуровала ее там. Ясное дело, Гидра не охраняла саму Зенит, она была боссом кристалла сердца и охраняла только его. Могу предположить, что Гидру даже не разбудила телепортацией, так что все покорение подземелья началось просто из-за превратности судьбы. Что еще упустили в аниме, так это сокровища, оставшиеся после победы над Гидрой. Огромное количество магических кристаллов, колец, цепочек и прочих украшений пришлось вытаскивать специально нанятым ради этого дела авантюристам. Кроме того, Гису снял с Гидры чешуйки, на поверку оказавшимся драгоценными камнями с антимагическими свойствами. Часть сокровищ продали прямо в Лопане, часть переправили на повозке в Шарию, ведь в городе магов можно продать их куда дороже. В этом видео я упомянул не все подземелья, некоторые из них спойлер. Так что просто дождитесь, пока их не покажут в аниме. Надеюсь, тебе было интересно. Не забудь подписаться, если хочешь и дальше узнавать что-то новое про реинкарнацию безработного. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.